Привет всем! Вы на канале Вернита Вязание. И сегодня я приготовлю для вас очередную игрушку спицами. И как вы уже поняли, это милашка цыпленок. Его мне предложила связать одна из подписчиц, и я сразу загорелась этой идеей. И вот мастер-класс теперь вашему вниманию. Я сейчас расскажу, что нужно для того, чтобы связать данную игрушку. А вы напишите, пожалуйста, в комментариях, какую зверюшку вы бы еще хотели, чтобы я сняла в очередном мастер-классе. Для вязания цыпленка нам понадобится два вида пряжи. Первая желтая пряжа Alize Baby Softy, вторая пряжа Yarn Art Mink белого цвета. Также нам понадобятся обычные нитки желтого цвета. Далее глаза. Я беру 5 миллиметров. Также у меня есть клювик. Я его делаю из легкого пластилина. Если у вас нет легкого пластилина, то в дальнейшем клювик можно вышить. Также нам понадобится наполнитель. Я использую вот такой вот. И вязать мы будем спицами 2 миллиметра. Спицы должны быть чулочные. Ну и также нам понадобится крючок. Цыпленка мы начнем вязать с туловища. Для этого берем желтую пряжу и вязать будем на 3 спицах. И на каждую спицу нужно набрать по 3 петли. Всего будет 9 петель. Итак, набираем на первую спицу 3 петли. Подставляем вторую. Также набираем 3 петли. Раз, два, три. Подставляем третью и набираем 3 петли. Раз, два, три. В конце завязываем узелок. Ниточка, если длинная осталась, нужно отрезать ее. И соединяем наше вязание вот так вот в круг. Берем 4-ю спицу и первый ряд вяжем по кругу лицевыми. Сначала провязываем 3 петли с первой спицы. Переходим на вторую. На вторую провязываем 3 петли лицевыми. Переходим на третью. И здесь также провязываем 3 петли лицевыми. Второй ряд вяжем также лицевыми по кругу, только во втором ряду мы сделаем 2 прибавки на первой и на второй спице по 1 петле. Итак, сначала нам нужно провязать 2 петли на первой спице лицевыми. Раз, два. Далее в этом месте будем делать прибавку. Делаю вот такое колечко и накидываем на спицу. Прибавили и провязываем 3-ю лицевую лицевой. Переходим на вторую спицу. Первую петлю мы провязываем лицевой. И после нее делаем вторую прибавку. Также колечком накидываем. Далее вяжем 2 лицевые. Переходим на 3-ю спицу. На 3-й спице мы провязываем 3 лицевые. Раз, два, три. Теперь на спицах у нас 11 петель. 3-й ряд мы провязываем просто лицевыми, без прибавок. Там, где мы делали прибавки, их провязываем лицевыми. 4-й ряд также вяжем лицевыми и будем делать прибавки на первой и на второй спице. Сначала провязываем 3 петли лицевыми. Раз, два, три. И делаем прибавку. То есть на первой спице мы делаем прибавку перед последней петлей. Последнюю петлю мы провязываем лицевой.
переходим на вторую спицу. На второй спице мы будем делать прибавку после первой петли. То есть первую петлю провязали и далее будем делать прибавку. Сделали. И теперь провязываем 3 петли лицевыми. Раз, два, три. На третьей спице мы также провязываем 3 петли лицевыми. На спицах у нас получается 13 петель. И далее 5-й ряд мы провязываем по кругу лицевыми. 6-й ряд и четный 8-й и 10-й ряд мы вяжем также с прибавками. По принципу на первой спице прибавляем петлю перед последней петлей. И на второй спице мы прибавляем петлю после первой. А ряды, которые будут нечетные, это 7-й, 9-й и 11-й, мы вяжем без прибавок по кругу. Я связала 11 рядов. На спицах общее количество должно быть 19 петель. На первой и на второй спице по 8 петель и на третьей 3 петли. Далее 12 и 13 ряд мы провязываем по кругу просто лицевыми. После 13 ряда меняем желтую пряжу на белую. Я вот уже ее присоединила. И продолжаем вязать белой пряжей 14 и 15 ряды. Также по кругу лицевыми. Я провязала 2 ряда белой пряжи. Далее 16 ряд мы будем провязывать с убавками на первой и на второй спице. Убавки будем делать по такому принципу, провязывая 2 лицевые, далее 2 вместе лицевой и чередуем. На третьей спице мы не убавляем. Итак, сначала провязываем 2 лицевые. Раз, два. Далее 2 вместе лицевой. Я их провязываю за задние стенки. Снова 2 лицевые. Раз, два. И 2 вместе лицевой. Переходим на вторую спицу и здесь также провязываем сначала 2 лицевые. Раз, два. Далее 2 вместе лицевой. Снова 2 лицевые. Раз, два. 2 вместе лицевой. Переходим на третью спицу и провязываем 3 петли лицевыми. Раз, два, три. На спицах сейчас общее количество 15 петель. И далее 17 ряд мы вяжем по кругу просто лицевыми. В следующем 18 ряду мы будем делать убавки. По принципу провязываем 1 лицевую, далее 2 вместе лицевой. И так чередуем. Лицевая, 2 вместе лицевой. Так, лицевая, 2 вместе лицевой за задние стенки. Следующая лицевая, далее снова 2 вместе лицевой. Итак, чередуя, провязываем до конца ряда. Я довязала 18 ряд до конца. Следующий 19 ряд мы провязываем лицевыми. На спицах у нас осталось 10 петель. Я провязала 19 ряд. Далее нужно отрезать нить, оставив примерно сантиметров 10. И переснять оставшиеся петли на данную нить. Приснимая, я провязываю лицевой и вытягиваю так нить. Петлю снимаю. Далее перехожу к следующей. Также провязываю как лицевую, петлю снимаю. И так со всеми петлями до конца ряда. Итак, я пересняла все петли на нить. И теперь наше туловище нужно набить наполнителем. Я заполнила наше туловище. В хвостик я много не стала наполнителя забивать. Далее мы нашу нить теперь затягиваем. И завязываем узелок. Так вот.
Далее при помощи крючка уберем эту нить вовнутрь. Вставляем крючок, захватываем нить и вытягиваем. Здесь ее отрезаем. И последний этап для нашего туловища — это сделать пушистый хвостик. Для этого берем небольшой отрезок белой нити, складываем пополам. Далее берем крючок, вставляем в серединку хвостик и захватываем крючком нашу белую нить. Должна образоваться вот такая петелька. И теперь через эту петельку протянем 2 нити. Все, и затянули. Далее хвостик мы отрезаем, делаем его покороче. Все, теперь наше туловище полностью готово. Далее переходим к голове. Для головы берем желтую пряжу и на 3 спицы набираем 12 петель. По 4 петли на каждую. Итак, набираем на первые 4. Подставляем вторую, набираем 4. И третью подставляем, набираем 4. В конце мы завязываем узелок. И соединяем наше вязание в круг. Берем 4-ю спицу и нужно провязать по кругу лицевыми 2 ряда. Я провязала 2 ряда лицевыми. В следующем 3-м ряду мы сделаем по одной прибавке на каждой спице посередине. Сначала провязываем 2 лицевые и посередине делаем прибавку. Далее снова вяжем 2 лицевые. 1, 2. Переходим на 2-ю спицу и также провязываем 2 лицевые и делаем прибавку. Далее вяжем 2 лицевые. 1, 2. На 3-ю переходим. 2 лицевые. И снова прибавка. И последние 2 лицевые. 1, 2. Все, на спицах у нас теперь 15 петель. И 4-й ряд мы вяжем по кругу лицевыми. Вяжем 5-й ряд. В 5-м ряду будем делать прибавки по такой схеме. Провязываем 2 лицевые, прибавка, 2 лицевые, прибавка. И так, чередуя, мы довязываем до конца ряда. Так, сначала 2 лицевые. Прибавка. Опять 2 лицевые. 1, 2. Еще одна прибавка. Снова 2 лицевые. 1. Переходим на 2-ю спицу. 2-я петля лицевая. И снова прибавка. И опять 2 лицевые. 1, 2. И так провязываем до конца ряда. В конце 5-го ряда после прибавки останется 1 лицевая, ее также провязываем лицевой. Теперь на спицах у нас 22 петли. Далее вяжем 6, 7, 8 и 9 ряд по кругу лицевыми без прибавок. Я провязала еще 4 ряда. Далее в 10-м ряду мы будем делать убавки. По такой схеме провязываем 2 лицевые, далее 2 вместе лицевой. И так чередуем до конца ряда. Итак, провязываем 2 лицевые. 1, 2. Далее 2 вместе лицевой я провязываю за задние стенки. Снова 2 лицевые. 1, 2. Далее перенесем
петлю на вторую спицу. И теперь провяжем 2 вместе лицевой. И так до конца ряда. Теперь у меня на спицах 17 петель, и следующий 11 ряд мы вяжем по кругу лицевыми. 12 ряд снова будем делать убавки по такой схеме: 1 лицевая, 2 вместе лицевой, и так чередуем до конца ряда. 1 лицевая, далее 2 вместе лицевой за задние стенки, следующая лицевая, переносим петлю на вторую спицу и провязываем 2 вместе лицевой. И так чередуя провязываем до конца ряда. В конце ряда останется после убавки 2 лицевые, и провязываем 2 лицевыми, не убавляем. На спицах у нас теперь остается 12 петель, и последний 13 ряд мы вяжем по кругу лицевыми. Теперь отрезаем с вами нить не коротко и переснимаем оставшиеся петли на эту нить, провязывая как лицевой, и вытягиваем. Петлю снимаем. Снова провязываем как лицевой, вытягиваем и снимаем. И так до конца со всеми петлями. Я пересняла все петли, и теперь наше отверстие нужно утянуть. Завязываем здесь узелок. И при помощи крючка убираем нить вовнутрь. Так, голова у нас связана. Теперь наша задача вставить цыпленку глаза. Вставлять нужно как у этого цыпленка, посерединке. И расстояние между глазками должно быть 1,5 сантиметра. Итак, глаза я вставила. Теперь нашу голову нужно наполнить. Итак, я наполнила голову. Сильно плотно ее набивать не нужно. Следите за тем, чтобы у вас голова не получилась больше, чем туловище. Итак, теперь у нас осталось вот такое вот отверстие. И мы при помощи крючка и оставшейся нити от наборного края обойдем по краю и утянем эту дырочку. Если у вас не осталось от наборного края ниточки, то нужно присоединить сюда ниточку и обойти по кругу вот так вот крючком и потом стянуть. Так, проходим по краю. И утягиваем. Завязываем здесь узелок. И при помощи крючка убираем нашу нить вовнутрь. Остатки нити мы отрезаем. Далее к нашей голове нужно приклеить клювик. Если у вас нет клювика, как у меня, то можно треугольничек вышить из оранжевой нити посерединке. Далее нашему цыпленку сделаем наверху чубчик. Для этого возьмем небольшой отрезок желтой нити, сложим пополам. Берем теперь крючок и сверху вставляем посередине наш крючок. Захватываем желтую нить крючком и вытягиваем, делая вот такую петельку. И через эту петельку протягиваем 2 нити и утягиваем. Теперь берем ножницы и делаем его покороче. И по желанию можно взять розовый тень или румяна и кисточкой пройтись под глазами, сделав вот такой небольшой румянец нашему цыпленку. Далее
Будем с вами вязать крылья, они же будут и лапки. То есть сейчас нам нужно будет связать 4 одинаковые детали. Вязать мы будем поворотными рядами на 2 спицах. Итак, на спицу нужно набрать 6 петель. Набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Завязываем узелок. И первый ряд провязываем лицевыми. Первый я снимаю и далее вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4. Последнюю я провязываю изнаночной. Так, поворачиваем вязание. Следующий, второй изнаночный ряд мы вяжем изнаночными. Первый я снимаю, следующий провязываю изнаночный и так до конца. Последняя также изнаночная. Поворачиваем на лицевую сторону и в этом ряду, в третьем, будем делать посередине одну убавку. Итак, первую мы снимаем, дальше вяжем одну лицевую, далее 2 вместе лицевой. Это у нас будет убавка. Провязываю за задние стенки. Следующая лицевая и последняя изнаночная. Поворачиваем на изнаночную сторону и 4-й ряд мы вяжем изнаночным. Первый снимаем и далее изнаночными. Поворачиваем на лицевую сторону. В 5-м ряду также сделаем убавку. Первую я снимаю, далее 1 лицевая, потом 2 вместе лицевой за задние стенки. И последний будет кромочная изнаночная. На спице 4 петли. Поворачиваем вязание на изнаночную сторону и провязываем петли изнаночными. Так мы провязали 6-й ряд. Теперь в 7-м ряду снова будем делать одну убавку. Первую кромочную снимаю, далее 2 вместе лицевой, последняя изнаночная. Поворачиваю на изнаночную сторону и провязываем 3 петли по изнаночной стороне. Провязали, снова на лицевую и здесь провяжем 3 вместе лицевой. Все. Далее берем ножницы, отрезаем нашу ниточку и через образовавшуюся петлю мы протянем эту нить. Все, и утягиваем. Так, теперь наше крылышко готово. При помощи крючка уберем нить вовнутрь. Здесь ее можно отрезать. И также делаем с этой нитью. И все, внутри отрезаем. Все, вот такое крылышко у нас получилось. И вяжем еще такие 3 детали. Итак, все 4 детали у меня готовы. 2 мы отложим, это будут крылышки, они у нас полностью готовы. А остальные 2 это будут лапки, мы их сейчас доработаем. Для этого нужно взять иголку с желтой нитью. Я вот уже вставила, здесь завязала узел. Берем нашу лапку, иголку с ниткой и вставляем иглу в центр лапки. И теперь делаем вот такие перемычки с одной стороны. Вводим в то место, куда вставляли иголку. И подтягиваем. И еще раз такой оборот делаем.
можно третий раз. Все. Далее делаем с другой стороны точно так же. Вставляем иголку в центр и выводим. Еще раз. Подтягиваем и третий раз. Вот такая получилась лапка. Ниточку выводим с изнаночной стороны и здесь делаем узелок. Можно еще раз зафиксировать. Все, и нить отрезаем. Все. И так сделать нужно со второй лапкой. Итак, все детали нашего цыпленка готовы. Осталось их теперь пришить. Сначала мы будем пришивать голову и туловище. Так, это мы пока в сторону отложим. Присоединяем нашу голову к туловищу и фиксируем по центру при помощи спицы. Смотрим, чтобы у нас все ровно было. Далее берем иголку с желтой ниткой, я уже вот вставила, и фиксируем ее сзади. И теперь будем сшивать. Сначала захватываем часть головы, потом переходим на туловище. И вот такими стежками пришиваем голову. Снова часть головы, туловище. И так проходим по кругу. Голову я пришила и вывела нить в бок, чтобы пришить уже крылышко. Берем наше крылышко и вот так его прикладываем. И пришиваем. Сначала захватываем туловище, потом крылышко. И вот такими стежками я его фиксирую. И еще в центре зафиксирую крылышко. И еще с краю. Все, и далее нить вывожу на другую сторону. И с другой стороны также пришиваем наше крылышко второе. Так, два крылышка я пришила. И также остается пришить лапки снизу. Одна и вторая. Вот в таком положении пришиваем. Вот и готов наш цыпленок. Теперь он будет всех радовать. А на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!